Micool KM7 Plus. Вот такая вот штукенция, вот такая вот карабас. Это сертифицированный Google TV с сертификацией Netflix, с Dolby Audio, с 4K HDR, тем же самым Netflix. Ну, HDR при этом еще и адаптивный, еще и с голосовым пультом, который позволяет управлять вашим, скажем так, телевизором. Это очень-очень прикольная штука. То есть вы можете настроить ваш телевизор, управление этим пультом вашим телевизором. И все это с обзором на канале Технозон. Поехали. Ну, смотрите, мы на AliExpress. Стоит он на старте продаж $77. В принципе, актуальную цену вы сможете узнать по ссылке в описании под видео для разных стран. Я специально разместил, откроется ваша страна. Там есть, есть две ссылки. Одна для одних стран, другая для других стран. Сами посмотрите, какая для каких, и посмотрите актуальную цену на TV-бокс для вашей страны и на актуальную цену доставки. Мы специально формируем таким образом ссылки. TV-бокс новиночка на M-Logic S905Y4 процессоре. Это Cortex A35 ядра, 4 ядра по 2 ГГц. 2 на 16 формула памяти, очень неплохая. И что мы здесь имеем? Мы здесь имеем с вами достаточно интересный TV-бокс на Google TV. Да, это не Android TV, это сертификат Google TV с поддержкой HDR10, HDR10+, с поддержкой декодирования AV1 кодека и, конечно же, со встроенным Chromecast, с поддержкой, допустим, того же самого там голосового поиска, но, к сожалению, голосовой поиск есть один такой интересный нюанс, вы о нем узнаете далее в обзоре, что смотрите до конца. Ага, кстати, еще и подписывайтесь, нажимайте колокольчик, потому что пропустите наши дальнейшие обзоры. В принципе, смотрите, как я уже сказал, ссылки в описании под видео. Сейчас я вам немножечко в таком формате укорочу этот обзор, рассказав о некоторых моментах, технических тестах уже прямо здесь. Если говорить о традиционной мощности через Antutu, то, пожалуйста, картиночка, вы видите 80102 балла. Это очень неплохо для этого типа процессоров. И здесь, скажем так, Micool поработал. Да нет, не Micool. Это Skyward Digital, это Skyward TV Box. Micool купили у них OEM, поэтому здесь можно говорить о качестве, и этот TV-бокс относится к серии Micool KM2 и Micool KM2+, только здесь вылечили некоторые детские болезни, например, адаптивный HDR, который здесь есть. Если говорить об игровой производительности, то Wildstorm Unlimited он набрал максимум, а Wildstorm Extreme он набрал 5918 баллов, тоже картиночку вы видите, и это тоже очень неплохой показатель, даже опережает некоторые TV-боксы на S905X4 процессах, но я категорически не рекомендую играть на этом TV-боксе. Во-первых, не хватит мощи, Cortex A35 ядра, во-вторых, формула памяти не та, да и не для того их создавали для того, чтобы киношки смотреть. Если говорить о тестах скорости сети, то тоже здесь все достаточно хорошо и очень похоже на Micool KM2. Буквально в паре цифр вы видите тесты, ряд тестов даже Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 2,4 ГГц и LAN RJ45. К сожалению, LAN RJ45 100 мегабит, но тут вопрос такой. Дело в том, что чем дальше он находится от вашего роутера, тем меньше он будет показывать скорость. Это я сразу говорю для тех, кто говорят, у тебя в обзоре скорость, там 300 мегабит, а у меня 50. А где твой роутер? А твой роутер там черт знает где. Или знаете, какой вопрос? У тебя 300 мегабит в обзоре, а у меня 50. А почему? Ну, то есть ты обманул. Говорю, чем? Какого у вас тарифа? У меня тариф 50. Говорю, отлично. А вот то, что классно этот TV-бокс делает, это он проигрывает Netflix еще и с пространственным звуком. Да еще и с 5.1 звуком. Вы можете выбрать, какой вам интереснее. То есть, если у вас стереоколонки, вы можете включить пространственный звук. Так называемый шпатель аудио, многие знают, что это такое, если не знаете, пишется спатиал, так вот, то вы можете пойти и почитать в Google. А в целом TV-бокс мы сейчас потестируем. Да, и вот насчет управления пультом вы сейчас видите картиночку, что такая опция есть, и можно назначать кнопки, вот эти вот переключения входа, громкости, включения-выключения для вашего телевизора. Очень классная и удобная штукенция. Переходим на распаковочку, на тесты и на выводы. Так что поехали.
Ну что, распаковочка. Белая на белом, конечно, хреновенько смотрится, ну да ладно, мы-то с вами поймем. На коробочке они сразу утверждают, что здесь есть Netflix, Hey Google, YouTube, Prime Video, 4K HDR, но, черт возьми, нигде не вижу пометочки Dolby Audio. Неужели здесь опять очередной какой-то вчес про сертификацию Netflix? Ну, посмотрим сейчас. Давайте распечатаем и увидим что-то внутри. Mi-Cool, сам по себе TV-бокс, очень симпатичная коробка, на самом деле дизайн ничего. У нас есть два USB 2.0, разъем для TF-карт, здесь формула 2/16, поэтому, думаю, актуально. LAN-порт, ну, в тестах увидим насколько. HDMI, аудио-видео выход можно подключать к старым телевизорам и SPDIF. Спереди у нас есть вот такая вот панелька с какими-то диодами. Пока что непонятно что. Ну, идентификатор нетворка и все остальное. Пластик у нас такой ABS, шершавый, не глянцевый, не маркий. В комплекте еще у нас Google пульт. Достаточно, ну, он хоть и неплохой, но я не уверен, что этот пульт будет управлять телевизором, тоже сейчас проверим. И, конечно же, блок питания. HDMI кабель в комплекте, самый обыкновенный, ничего из себя примечательного не представляющий. Поэтому откладываем и будем, наверное, уже тестировать. Хотя, видите, тут кнопочка Netflix есть, прям YouTube, они так заморочились. Пульт Bluetooth голосовой без аэромыши. Ну что, переходим, настраиваем и тестируем. Ну, ребят, традиционный Google TV. Вообще, честно говоря, даже немножечко другой, чем на Chromecast 2020. Потому что на Chromecast 2020 в разделе «Для вас» у меня есть, скажем так, вот эти вот самые каналы рекомендаций из приложений. А здесь у меня их нет. И, к сожалению, как их найти? Ну, вижу только из YouTube, да, там, а в остальном все именно оно рекомендует какие-то приложения, вернее, не приложения, а сам контент без упора на приложение. Если я выбираю управление сервисами, то в управлениях сервисами только вот такая вот фигня, короче, получается. Ну, вот как-то так. То есть это полноценный Google TV, у него есть свои недостатки в плане интерфейса. Все это давным-давно знают. Насчет голосового поиска сразу говорю, если я сделаю там, ну, что у нас там, Черкассы. Это фильм «Черкассы», который я люблю, и он находит его только в YouTube, внизу он находит его в фильмах. Как-то вот нашел он его в фильмах. Если я захожу в фильмы, то дальше что я вижу? Я вижу взять на прокат, купить, список просмотров. И то это даже не тот фильм, который я искал. А не, это тот фильм, просто он на немецком выдал. И дальше что? И все. То есть, видите, как бы голосового глобального поиска нет. Это плохо, это плохо. И на Android 11 мы навряд ли что-то с этим сделаем. Ну да ладно. Тоже можно, в принципе-то, своем обойтись. Насчет самого голосового поиска он работает. Ну, например, в приложениях будет работать. А вот сам интерфейс мне не нравится по факту. Мы видим здесь еще ваши приложения. Здесь как-то можно чего-то выбрать. Но есть и хорошие плюшки. А хорошие плюшки у нас заключаются в том, что у нас есть автофреймрейт в TV Quick Actions. Да, есть раздел автофреймрейт, и мы можем работать с AFR, открывается меню доступа, поэтому все в принципе нормально. Здесь с этим хорошо. Но давайте глянем, что же внутрь они у нас запихнули. Запихнули у нас сюда все то же самое, что и в Mi-Cool KM7. Однако это все тот же Skyward. Это не Mi-Cool. Давным-давно Mi-Cool уже производит Skyward. Неплохой производитель. В принципе, с этим и связано качество некоторых ТВ-боксов. То есть, есть, допустим, Mi-Cool KM6, который собирает видеостронг, и там какие-то есть проблемы. А есть Skyward, который, ну, выпускает, например, Mi-Cool KM2 и Mi-Cool KM2+. Там этих проблем намного меньше. Так вот, это Skyward Digital. Здесь говорит о том, что это качественная коробка. 2/16 память, центральный процессор Cortex A35, 4 ядра по 2 ГГц, за напряжение отвечает Mali G31. Ну, сеть мы с вами видим Connect, результаты сети мы с вами уже видели. Android 11 и, честно говоря, как обычно, доступа к температуре у нас нет в
сертифицированном Android TV, вернее Google TV, поэтому тротлинг теста как такового не будет и отслеживания температуры тоже. В самом меню мы имеем с вами достаточно стандартный интерфейс, но сразу говорю, вот этот вот вариант я отключил обоев, потому что здесь есть проблема с обоями в процессе использования в течение недели. Если у вас в некоторых приложениях вываливаются обои, если вы им долго не пользуетесь, то из этих обоев выйти невозможно, только полная перезагрузка самого ТВ-бокса. В этом есть свой минус. В настройках мы видим экран и звук, расширенные настройки экрана. Здесь у нас есть разрешить игровой режим. У нас есть с вами переключение динамического диапазона, и здесь есть поддержка адаптивного HDR, то есть он поддерживает HDR10 и HDR10+, и, конечно же, разрешение от 4К 60 Гц до 480p 60 Гц. В расширенных настройках звука мы с вами можем, ну, видите, у нас формат сейчас отключен, потому что я его подключил к рекордеру, который не поддерживает 5.1 формат, но тест мы проведем. Автоматически и по стру может быть. И также есть поддержка HDMI цик, который, честно говоря, нам не нужен с учетом того, что у нас Google пульт обучаемый. Так, что у нас здесь еще интересного в системе? В принципе, ничего такого, чего бы не было, допустим, в Chromecast 2020 есть трансляция. Поддерживается традиционный Google Chromecast, который просто-напросто работает. Поэтому тут с этим вопросов нет. Трансляции работают, я вам сразу говорю, с Android смартфонов. С Apple не работает, поддержка AirPlay нет, но можно попробовать установить AirPin Pro, и это будет, в принципе, работать, но это сторонний такой себе Apple Cast, скажем так. Так как все основные моменты у нас технического какого-то тестирования и производительности мы с вами уже обговорили, то мы с вами переходим к мультимедийному тестированию сразу же и начнем это с тестов звука. SSD я подключил через обыкновенный порт USB 2, который здесь, для того, чтобы определить его быстродействие. В 11 Android мы просто-напросто запускаем очень огромный тестовый файл на 70 гигов. Это Gemini 4К 60 FPS просто в виде теста. Для того, чтобы понять, насколько мы сможем смотреть беспрепятственно контент именно с внешнего носителя. Я вам честно скажу, я это уже использовал. У меня это работает. Я вам сейчас показываю результат. Спокойно воспроизводится. Мы можем перемотать куда-нибудь там на, ну, допустим, 50-я минута. Он перемотал, пробуферил и пошел воспроизводить все просто-напросто идеально. Здесь в этом плане у меня вопросов нет. Те, кто скажет, что это Dolby Vision фильм, сразу говорю, Dolby Vision в данном ТВ-боксе нет ни в каком формате, только HDR10 и HDR10+, который подходит для телевизоров Samsung. В принципе, очень даже неплохо это все дело отображается. Любые высокобитрейтные фильмы и какие-то сэмплы, которые я ему скармливал, он спокойненько проигрывает, тут у меня вопросов нет. Насчет форматов звуков мы пробуем Dolby Digital Plus, который здесь есть, это Dolby Digital Plus, он спокойненько его перемалывает и показывает Dolby Digital Plus. Dolby Atmos здесь нет, ну здесь есть простой Dolby Digital и Dolby Digital Plus, Dolby True HD здесь нету, сразу вам говорю, получить здесь Dolby True HD у вас не получится. DTS, вы знаете, дело в том, что я его получить не могу, сколько я не пытался вывести DTS, я, честно говоря, не получаю, то есть ролик показывает, звук у меня DTS не идет, но это не беда, объясню почему. Потому что у нас есть такой вариант через Vimeo Media Player DTS транскодировать в сигнал AC3, то есть в обыкновенное Dolby Audio, поэтому DTS фильмы вы здесь сможете проигрывать без проблем, то есть имеется в виду DTS контент. Воспроизведение с внешних жестких дисков у нас каких-то вопросов не вызвало, и 5.1 звук, вы поняли, что у нас есть только Dolby Digital и Dolby Digital Plus, который в принципе и нужен был для Netflix. Netflix это следующее, что мы с вами рассмотрим, так как здесь есть DRM L1 лицензия и есть сертификация Netflix. Netflix у нас воспроизводится в 4К HDR, есть у нас, видите, у меня сейчас
Сейчас вам покажу мышкой специально. Видите, у нас сейчас есть пространственный звук, то есть у нас есть вариант пространственного звука, и звук 5.1 в Netflix он воспроизводит. Здесь полная сертификация Netflix, официальная, без каких-либо вопросов. Вот, пожалуйста, мы включили фильм, он спокойненько идет, никаких у меня вопросов по воспроизведению сертифицированного Netflix нет. Netflix воспроизводится в максимальном качестве, который способен воспроизвести данный ТВ-бокс. По поводу YouTube все еще круче. Почему? Потому что он мою дикую реку смог воспроизвести в AV1 кодеке, еще и 4К, еще и HDR. Мне это очень сильно польстило. Вот мой ролик 4К с 4К геоплейсов, и я специально включаю с 4К HDR телевизора для того, чтобы вы увидели, что он проигрывает 4К HDR в AV1 кодеке, и это просто-напросто прекрасно. То есть данный бокс спокойненько справляется с данной задачей, и у нас по этому делу вопросов нет. То есть с YouTube просто-напросто все отлично. А если брать не 4К телевизор, то мы сейчас вам покажем результат. Это все тот же 4К ролик. Давайте, видите, у нас сейчас 4К проигрывает. Мы сейчас перевключим, для того, чтобы не было дроп. Хотя здесь стартовых 6 дропов. Это VP9, 4К 60 FPS, он воспроизводит просто идеально. И VP9, и AV01 вы увидели отлично работающие кодеки и отлично работающий YouTube на данном ТВ-боксе. Так что у нас с YouTube вообще проблем никаких нет. Но давайте мы с вами посмотрим, как же он работает с IPTV. Сейчас мы с вами включаем высокобитрейтные Full HD каналы. Это Full HD. Сейчас мы выберем качество. Да, Full HD. И давайте поклацаем. Слушайте, ну... Работает. Все работает просто идеально. Ну, в принципе, давайте так. Последние годы вообще я не видел ТВ-бокса, который бы не перемалывал даже 4К каналы. Поэтому мы видим, что с IPTV он работает отлично. Скорости ему хватает. Будем тестировать дальше. Что у нас остается? У нас остается следующий момент. Мы с вами понимаем, что у нас отлично будут работать все стриминговые сервисы типа Netflix, Prime, Apple TV, даже те, кто спрашивает про Кинопоиск. Да, он будет работать, и он даже есть здесь в маркете. Имеется в виду, если мы зайдем в приложение и здесь вот выберем там какие-то стримы, то вот он у нас даже здесь валяется зачем-то. И старт есть. Короче, все стриминговые сервисы здесь работают. Но у Google TV есть вот эта вот фишка, конечно, с работой самого Play Market. Сам Play Market, вы его здесь не найдете. Для того, чтобы вызвать Play Market, вам понадобится сказать Google Play Store. Он открыл Google Play, то есть вы говорите Play Store или Google Play Store, он открывает вот этот вот самый маркет, который как бы мы все привыкли с вами видеть. Что касаемо, скажем так, не совсем официальных стриминговых сервисов, все прекрасно понимают, о чем я говорю. Как смотреть кино онлайн, вы можете задать вопрос в нашем телеграм-чате, и, пожалуйста, переходите, там есть люди посоветуют, где что брать и где что скачивать. Если говорить о раздачах, то да, он работает, при этом очень даже неплохо работает. Ну вот Wakanda навеки 53,9, допустим, гигов, мы включаем. Добавляем, играем. Тут достаточно большое количество раздающих. Сейчас увидим, что у нас из этого получится. Будем использовать, конечно же, Vimeo Media Player. Ждем. Теперь просто ждем. О, а фильм-то пошел на 53 гига. Все отлично. Давайте попробуем перемотать подальше. Ну-ка. Ну, перемотает? Перемотала. То есть он спокойно справляется с такими вот раздачами, и мы не видим здесь проблем с раздачами достаточно большими. Это мощный процессор, нормальная формула памяти 2/16. Да, он не, скажем так, не лишен каких-то недостатков данный ТВ-бокс. Но если вы готовы мириться с какими-то моментами того, что там Google TV, то очень даже неплохо. Слушайте, ну играть на нем я вообще категорически не советую, хотя какие-то казуальные игры можно сюда ляпнуть.
например, тот же самый там Badlands, Skyforce, вы можете ставить все, что вам захочется. Вот серьезно вам говорю. Мне когда говорят, я там буду играть, ставьте, играйте. Насколько он протянет ваш ТВ-бокс от этого всего действия, я не знаю. Но в данном случае я считаю, что эти ТВ-боксы, тем более сертифицированные Android TV, они не для игр. Хотите играть, берите не сертификаты. Ну, вот смотрите, запускаю Skyforce, он все. Вот что-то пошло даже. Сейчас посмотрим. Это одни из тех игр, которые работают на пультах. Вот мне нравится то, что они работают на пультах, хотя это не очень удобно управлять. То есть сидите с этим пультом там и чего-то там фапаете. Это не есть хорошо. Ну давай уже, Skyforce, ура. Блин, он даже на пульт не реагирует, зараза. Не-не-не, это не то. Это немножечко не то. Давайте другую игру, которая для пульта работает. Кстати, раньше Skyforce реагировал. Это 100%. Я раньше пробовал. Какие-то казуальные игры. Я не считаю, что сюда нужно загружать там асфальты, Shadowgun, легенды и все остальное. Это будет очень-очень нехорошо для такого ТВ-бокса. А в целом мне ТВ-бокс очень нравится. Слушайте, ну сейчас загрузится бичбаги и будем уже выходить делать резюме. Ой, эта игра всегда работает на пульте, поэтому реагирует. Все, вот, есть. Можно играть. Хотя я вам честно скажу, ну такое себе действие. Хотя будет работать. Будет работать. Некоторые считают, хотя бытует мнение, я запустил чисто так показать вам, что это действительно срабатывает. Бытует мнение, что все игры, которые в маркете, они должны работать точно так же для любого Smart TV бокса. Не совсем так. Тот же самый Escape from Chernobyl, он вообще там на шилде даже чуть вытормаживает. Поэтому мы должны с вами понимать, что есть как есть. Это больше подходит для хороших смартфонов. Ну что, вышли, резюмируем. Ну и в качестве резюме я скажу, что данный ТВ-бокс, вот этот вот Mikulka M7 Plus, мне очень сильно понравился. По сути, его это и Микулом назвать нельзя, потому что это Skyward Digital. Netflix работает, адаптивный HDR работает, автофреймрейт через TV Quick Actions работает. Что еще нужно? Нужно просто-напросто покупать и пользоваться. Это только в том случае, если вам не нужен глобальный голосовой поиск. Голосовой поиск здесь и так работает. Если вам не нужен глобальный, который там в приложениях ищет, здесь это, к сожалению, такая реализация такая себе. И если вам нравится Google TV, или если он не нравится, то я бы, конечно, советовал бы вам брать что-нибудь на Android TV. Но в целом мне бокс понравился, но вы высказываете свое мнение. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.